Если вы хотите попробовать себя в подтягиваниях с отягощениями или уже начали так тренироваться, то давайте разберемся, с какой базовой подготовки лучше начинать цеплять на себя вес. То есть сколько нужно подтягиваться, в какой технике и сколько килограмм на себя вешать. А ведь это все отталкивается от ваших целей, и тут много нюансов. Я поделюсь как своим 12-летним тренировочным стажем, так и рассуждениями других, более опытных атлетов, про многих из которых я уже делал видео на этом канале. Что ж, дойти до 15-20 подтягиваний, не используя отягощений, задача большинству достижимая, при условии подходящих тренировок и отдыха. А вот уже после 18-20 раз в хорошей технике подтягиваний можно уже и задуматься о следующих нескольких путях развития, от чего и будут отличаться типы тренировок. Например, продолжить тренироваться дальше без отягощений и наращивать количество раз, укрепляя хват, мышцы спины, другими упражнениями. И если про тренировку спины или хвата я уже делал несколько видео, то сегодня обсудим именно подтягивания. Разберем, какие типы тренировок существуют с дополнительным отягощением. А пока буквально пару слов для зрителей из України. Я нагадаю, що в мене є інші україномовні YouTube і телеграм-канали з тренувань, а також мій інстаграм, який я активно наповнюю контентом, частіше, ніж цей YouTube канал. Посилання у закріпленому коментарі або в описі до відео. А також під відео я залишаю посилання на сайт перевірених українських волонтерів з важливими зборами. Обирайте свій напрям и долучайтесь до допомоги. Первый тип тренировок с отягощениями для увеличения количества подтягиваний. Можно подвесить блин от штанги, гирю или одеть жилет-утяжелитель. И, повысив нагрузку, увеличится и количество повторений со временем. Но тут есть нюанс, что вес отягощений для этого нужен небольшой – 3, 5, 7 килограмм. Те, кто тренирует статические элементы воркаута, замечали, что добавив небольшой вес, даже тяжелые ботинки или утяжелители на ноги, и становится сразу тяжелее держать элемент. Но если переборщить с весом и дать большую нагрузку, то время удержания элемента сократится до пару секунд, или вы вообще не сможете зафиксировать. Примерно так же и в подтягиваниях. Для увеличения количества подтягиваний нам необходимо подобрать небольшой вес, с которым мы будем делать на 20-30% меньше повторений в сравнении с тем, как мы делаем без веса. Это один из способов. Когда с таким отягощением мы достигнем все тех же 18-20 раз, как было без веса, и более, то можно повышать вес. Не стоит проводить все тренировки с дополнительным отягощением. Это как в спортзале, когда мы меняем нагрузку на протяжении недели. То есть берем условно малый, средний и большой вес в упражнении в разные тренировки, чтобы мышцы работали в нескольких режимах нагрузки. На турнике это будет 3 типа тренировок, которые можно чередовать. С фитнес-резинкой для облегчения, обычные подтягивания и с отягощениями. Проводите обязательно тренировки и без отягощений, если конечная цель просто больше подтягиваться, и используйте веса для помощи. Второй тип тренировок – подтягиваний с отягощением. Это если ваша цель – повышать вес отягощений и работать на большое число повторений. Например, есть номинации на соревнованиях с 16 килограммами, 32 килограммами или иногда 48 килограмм на количество раз. В многоповторном стритлифтинге там может быть несколько вариантов. И вы, например, можете делать пока что только с 8 килограммами 20 раз, а хотели бы прийти к рабочему весу в 32 килограмма и примерно к такому же числу повторений 20 раз и более, как конечная цель. Как можно поступить в данном случае? В дни тренировок с отягощениями можно использовать разные веса. Чередовать или на одной тренировке, или на разных. Например, делайте несколько подходов с весом 8 кг. На следующей тренировке подтягивания с отягощениями делаете с весом 3-4 кг. В большем диапазоне повторений, чем с 8 кг. Далее, на следующей подобной тренировке уже делаете с 12 кг в меньшем диапазоне повторений. Либо же можете менять вес в рамках одной тренировки, в разных подходах – 4 кг, 8 кг и 12 кг. Как только количество повторений будет расти, повышаем вес. Тут поэкспериментируйте и определитесь, как будет лучше именно вам. Атлеты, а если вас интересует приобретение книг с планами тренировок к почти всем основным силовым элементам калистеники, гимнастики, вместе с фото, видео, техникой выполнения, таблицами нагрузок, то просто напишите мне в личные сообщения. Расскажу детали, как их получить. Ссылка в описании под видео или в правом углу экрана.
Продолжим. Конечно, можно и работать всегда с одним весом в 8 кг. И когда количество повторений будет увеличиваться, то повышаем вес. Как по мне, способ с чередованием различных отягощений позволит прогрессировать быстрее, так как не будет привыкания к однообразной нагрузке и будут своего рода чередоваться легкие, средние и тяжелые тренировки. Так же самое, если вы дошли до раз 15 и 20 с 24 килограммами, то тогда можно разделять тренировки 16 кг легкий вес, 24 кг основной рабочий и 32 кг. Не забывайте встроить в свой тренировочный процесс классические тренировки подтягиваний без отягощений, где вы будете делать больший диапазон повторений, чем с отягощениями. И иногда можно поработать с резинкой в качестве легкой нагрузки. Сколько делать повторений, подходов в неделю и как распределять по количеству тренировок? Тут уже подбирается для каждого по-своему, исходя из уровня подготовки, и как быстро вы можете восстанавливаться, чтобы постепенно прогрессировать. Не нужно делать все подходы в отказ. Если несколько недель нет прогресса, 3-4, попробуйте увеличить время отдыха между тренировками или снизить число рабочих подходов в неделю. Пересмотрите, не нужно ли снизить вес отягощений. Возможно, вы поспешили, и у вас еще недостаточно хорошая техника, чтобы это делать с большим весом. Ну и базовые вещи по восстановлению – это сон, питание. Третий тип тренировок. Если вы хотите наращивать мышечную массу, построить мышцы спины, рук с помощью подтягиваний с отягощениями, тут уже допускается большее число отказных подходов в неделю, чем при тренировках на выносливость. Но и важно следить за временем отдыха между тренировками, чтобы вы успевали восстанавливаться. Ориентируйтесь на диапазон от 8 до 14-15 повторений при подборе веса отягощений в подтягиваниях. Для проработки мышц и внешнего вида нам не нужно делать сильно большое число повторений, как и слишком маленькое. Во всех типах тренировок время отдыха между подходами не так важен. Отдыхайте столько, чтобы вы успели восстановиться и сделать качественно следующий подход. А постепенно, с повышением своей подготовки, можно уменьшать время отдыха как один из способов прогрессии нагрузок. Четвертый тип тренировок, если вам нужно увеличивать вес отягощений, и вас не особо интересует многоповторка. Тогда вам нужно работать с весом на 2-6 повторений. Помните, чем меньше число повторений с большим весом для вас, делая на разы, тем больше вероятность травматизма. Если подходите к весу на 1-2 повторения, то это пиковая нагрузка. Не забывайте про разминочные подходы с меньшим весом, хорошую дополнительную суставную разминку с резинкой при ее наличии и просто упражнениями, нацеленными на разогрев слабых точек – плечи, локти, кисти, поясница, постепенно увеличивая вес. Тут мнение о подходе к тренировкам может разделиться. Есть приверженцы отказного силового тренинга, на что есть свои исследования штангистов. А есть и те, кто работает не в отказ, разделяя по процентам нагрузку, с этого стоит начинать. Подбирая вес на 4-6 повторений, иногда приближаясь к 2-3 разам. Не стоит часто проверять себя на 1-2 повторения. С отказными подходами тоже можно прогрессировать, но и отдых между тренировками там нужен больше на восстановление. Сильнее будет уставать центральная нервная система и изнашиваться суставы. Кстати, мой стаж силовых тренировок с 2011 года. Пишите мне в личные сообщения за помощью с индивидуальными программами тренировок и питания. Читайте десятки довольных отзывов на моем сайте, жмите кнопку в верхнем углу экрана. А также за символическую поддержку донатом на удобную вам сумму я отправлю свои книги. Там ошибки в тренировках, рацион питания и большой материал по увеличению подтягиваний. Ссылки я оставлю в закрепленном комментарии под видео. Что ж, теперь давайте обсудим немаловажный фактор в подтягиваниях с отягощениями – это техника выполнения. И тут небольшая ремарка про хват. Все тренировки с отягощениями лучше делать с магнезией. Подберите себе жидкую, которая быстро высыхает, или обычную, порошковую, и вперед. Или же позаботьтесь о том, чтобы ваш турник не скользил. Был слегка шершавым, можно перемотать его, например, эластичным бинтом, или использовать накладки на ладони. Ну а в идеале делать периодические тренировки на толстых перекладинах, либо в расширителях хвата, чтобы пальцы, кисти и предплечья привыкали к большим нагрузкам. Тут столько нюансов, что в одном видео и не обсудить. Частично я затрагивал это в отдельных видео. По ширине, подтягиваясь с отягощениями, не стоит браться сильно шире плеч. Да и вообще в обычных подтягиваниях тоже не стоит. Многие начинающие думают, что несмотря на картинки различные в интернете, читая статьи, что чем шире хват, тем якобы лучше работает спина. Это не всегда так. На ширине плеч в
вполне будет достаточно, или чуть шире, как кому удобней. Некоторые продвинутые атлеты делают довольно широким хватом, ну и кто как привык. Чем шире хват, тем меньше амплитуда движения, а значит и меньше работа мышц. Также плечо, кисти становятся в более травматичное положение. Из-за недостатка сил мы можем просто одним неловким рывком потянуть себе мышцу. Да и слишком широкий хват не позволит вам взять больший вес, чем менее узкий. Но все зависит от подготовки. Можно начать делать хватом уже плеч, так проще. Делая подтягивание ладонями от себя, увеличивается натяжение на двуглавую мышцу плеча – бицепс. Многие топовые атлеты уже получали серьезные травмы бицепса, стартуя из нижнего положения с большим весом. Тут много других факторов. Неполное восстановление, большой собственный вес, плохая разминка, и все как-то накладывается одно на другое. Но основное – это полное выпрямление рук и использование нижнего хвата. Теперь про разгибание рук в локте. Нужно ли полностью это делать или нет? Крайний раз, когда у меня была травма сухожилия левого локтя, мы обсуждали этот вопрос со спортивным травматологом. Любые упражнения на сгибание рук, будь то поднятие на бицепс, подтягивание, особенно нижним обратным хватом, горизонт, планш с развернутыми в обратную сторону локтями, самолет, выход принца на 2, они уже сами по себе, когда рука находится в полностью выпрямленном положении, уже является травмоопасным. Тут нужно особенно разминаться, если все-таки решаете делать таким хватом. Поэтому, если того не требует обстоятельства, судьи на соревнованиях, а это просто тренировка, то оставляйте небольшой зазор при разгибании рук, полностью их не выпрямляя. Это будет плюсом, если вы хотите нагрузить, например, мышцы, полностью не выключая сустав. Конечно, с большим весом на разы так не получится. И это не значит, что так вообще нельзя делать с ровными руками. Основное это следить за разминкой, хват использовать все же прямой, по возможности ладонями от себя, плавно подходить к весу, его повышению и следить за восстановлением. И помнить, что такие травмы могут приключиться. Всегда нужно думать, что вам важнее – здоровье или результат тренировок первоочереден. Теперь о высоте подъема подбородка и фиксации вверху. Если говорить про соревнования, то там требуют фиксироваться с весом. Но чем больше вес, тем сложнее это сделать. И поэтому много где допускается касание подбородком турника или чуть выше. Помню, как еще несколько лет назад поднимался вопрос с топовыми стритлифтерами, что организаторам соревнований стоит пересмотреть эти правила и убрать нормы по длительной фиксации несколько секунд вверху турника, ввиду повышенной травмоопасности этого. Скорость выполнения. Тут чем больше вес, тем лучше нужно понимать технику. Чтобы сделать старт взрывной, правильно вставить плечи, чтобы не травмироваться, это все поможет сделать подтягивание с большим весом. Отработать это можно только на практике, смотря видео, как делают другие, особенности их движений, ну или поработать с тренером. А если вы хотите обсудить и решить свой вопрос по тренировкам, то я предложу вам присоединиться в наш чат атлетов между несколькими тысячами спортсменов в телеграм-канале. Там же вы найдете и мои статьи с разбором полезных тем в тренировках и различные дополнения к видео, или же сможете заказать программу тренировок у меня. Все ссылки в закрепленном комментарии или жми кнопку в углу экрана. А какие у вас успехи в подтягиваниях? Тренируетесь ли вы уже с отягощениями или только планируете начать? Возможно, у вас возникают дополнительные вопросы, и не стесняйтесь оставлять их в комментариях. Смотрите другие видео на канале Владрович, подпишись и поставь палец вверх.